Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал. Это четвертая, заключительная часть видео-мастер-класса по вязанию вот такой вот мышки зефиринки. Итак, в этом видео мы оденем нашу мышку. Мышка у нас получилась вот такая вот серо-розовая. И сегодня мы будем вязать юбочку, кофточку и повязочку, и сделаем обвязку. Итак, начнем с юбочки. Берем пряжу дополнительного цвета, у меня это розовая, и набираем цепочку из 36 воздушных петель. Но у вас может быть либо больше, либо меньше, потому что плотность вязания у каждого разная. Замерять будете вот где-то вот в этой части. Не прям на талии, а слегка вот так вот на бедрышко. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали цепочку из воздушных петель. Мне на этот раз достаточно было 34 петли. Итак, далее соединяем в круг соединительной петлей. Смотрите внимательно, чтобы цепочка не перекрутилась. И вот так вот в последнюю петельку делаем соединение соединительной петлей. Вот, не хочет проходить. Так, сделали соединение. Далее делаем одну воздушную петлю и провяжем по кругу без изменения по 34 столбика в каждом ряду, 2 ряда. Вот так вот по кругу будем вязать. Когда доходим до этого момента, делаем одну воздушную петлю и вяжем дальше. Итак, вяжем каждую петлю по столбику без накида. Всего 34 столбика. В конце ряда делаем одну воздушную петлю, это петля подъема. И провяжем еще один такой ряд без изменения. Первый ряд вот этот вязать сложнее, во втором уже будет легче. Итак, я дошла до конца первого ряда. Делаем вот здесь соединительную петлю. Соединили. И делаем одну петлю подъема. Одна воздушная петля. И дальше вяжем второй ряд без изменения. Итак, довязали до конца ряда, сделали соединительную петлю и одну петлю подъема. Далее этот ряд мы будем вязать из 34 прибавок. То есть каждую петлю будем провязывать по 2 столбика без накида. И общее количество петель у нас получится 68. У вас, возможно, другое. Это все будет индивидуально. Провязали, дошли до конца ряда, сделали соединительную петлю. Далее делаем 2 воздушные петли. И следующий ряд будем вязать в таком порядке. Будем вязать в одну петлю по 3 столбика с одним накидом плюс 1 соединительный столбик. Итак,
В первую петлю провяжем 2 столбика с одним накидом, так как у нас вот это вот 2 воздушные петли уже можно считать как за 1 столбик с одним накидом. Итак, набрасываем нить на крючок и в первую петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. И этот ряд вяжите очень-очень слабо, чтобы это вот получится у нас такие вот волнообразный узор, чтобы он был прям такой вот пышный и вот прям волной-волной. Итак, провязали 2 столбика с одним накидом, следующую петлю делаем соединительный столбик или соединительная петля. Соединили, далее следующую петлю вяжем 3 столбика с одним накидом. 1 столбик, в ту же петлю вяжем 2 столбик и в ту же петлю вяжем 3 столбик с одним накидом. И следующую петлю делаем соединительный столбик. И продолжаем так до конца ряда. В одну петлю провязываем по 3 столбика с одним накидом и делаем следующую петлю соединительную петлю или соединительный столбик. Вот так, 3. Провязали, делаем соединительную петлю в конце ряда, протягиваем ниточку и, оставляя небольшой хвостик, отрезаем. Слегка вот тут подзатянем. Так, и теперь вот эти вот 2 хвостика завяжем на узелочки между собой, но прежде вот этот вот хвостик протянем сквозь вот эти вот петельки вот к этому первому хвостику. Подхватим тут за любые удобные нам стеночки петель и вот так вот протянем. В принципе, можно немножечко подтянуть и этот хвостик, чтобы не совсем уж прям с краю был узелочек. Так, и теперь можно снять плюш. И завязываем на узелочке на пару-тройку. И отрежем. Так вот отрежем, даже если останутся вот такие вот небольшие хвостики, ничего страшного, не спрячутся, их будет не видно, так как мы еще сделаем обвязку из белой мохнатой пряжи. Итак, берем белую мохнатую пряжу и будем делать ею обвязку. Итак, где у нас тут начало ряда? Обвязку делаем тем же крючком номер 5. Итак, обвязка делается обычными столбиками без накида. Будем в каждую петлю провязывать этот столбик до конца ряда.
Так, вот здесь вот оставим вначале небольшой хвостик, потом мы кончики тоже завяжем, зафиксируем. И так, подцепили пряжу и провязываем прям в каждую петельку по одному столбику без накида. Вяжем так до конца ряда. Провязали до конца ряда, протягиваем ниточку, отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И вот эти вот два хвостика завязываем на узелочки. Вот так и отрежем их. Так, вот такая вот волнистая юбочка у нас получилась. Я уже надела юбочку на мышку, и вот так вот она смотрится на мышке. Вот такая вот симпатюлька. Сейчас мы с вами сделаем обвязку варежек вот этих вот и ботиночек вот в этой части. Возьмем крючок 3,5, можно и 2,5, ну, желательно вот меньшего размера, не крючком номер 5, так как тут петельки сильно натянуты, чтобы их не порвать. Итак, и начнем. Вот здесь у нас было место соединения, перехода от розового к серому. Вот здесь вот и протянем нашу ниточку. Так вот протянем. И будем делать обвязку за вот эти вот передние стеночки. Тут вот у нас пооставались. Будем делать обвязку столбиками без накида до конца ряда. Крючком меньшего размера, конечно, сложнее будет вязать вот этой мохнатой пряжи, но все возможно. Вяжите и сильно только не натягивайте нить, пусть будет так вот посвободнее, и пряжа вот эта мохнатая помохнатей будет. Итак, дошли до конца ряда. Там, где мы в самом начале протягивали ниточку, мы туда провяжем еще один столбик без накида. Подхватываем. И провязываем. Провязали, протягиваем ниточку, отрезаем, оставляя небольшой хвостик, слегка подзатянем, и вот эти два хвостика завяжем. Так, и отрезаем. Обвязку второй лапки делаем точно так же. Итак, далее будем обвязывать ботиночки. Итак,
там, где у нас был переход от розового к серому, на этом месте будем подхватывать ниточку. И также, как и лапки, будем обвязывать столбиками без накида за передние стеночки петли, каждой петли. Так, вяжем слабенько, чтобы мохнатые столбики у нас были пышными. Так, вяжем до конца ряда. Итак, на ручках и на ножках обвязка сделана. Далее переходим к вязанию кофточки. Итак, берем пряжу розового цвета, оставляем достаточно длинный хвостик, где-то 10 сантиметров, и набираем цепочку из воздушных петель. Я набираю 20 петель. 2, 3, 4. Далее возьмем мышку и замерю. Посмотрим, подходит ли этот объемчик. Да, будет хорошо. Не должно быть так сильно впритык, чуть свободненько должно быть. Итак, провязала 20 воздушных петель, провязываю одну петлю подъема и далее будем вязать без изменения один ряд 20 столбиков без накида. Провязываем в каждую петлю по одному столбику без накида. Провязали до конца ряда, делаем петлю подъема, разворачиваем вязание и следующий ряд будем вязать один столбик без накида плюс 1 прибавка. И так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали до конца ряда, делаем одну петлю подъема, разворачиваем наше вязание. Следующий ряд вяжем без изменения. 30 столбиков без накида. В каждую петлю по одному столбику без накида. Провязали, делаем петлю подъема, разворачиваем наше вязание. Следующий ряд вяжем один столбик без накида плюс 1 прибавка. Итоговое количество петель у нас должно получиться 45. Вяжем такую комбинацию до конца ряда. Один столбик без накида плюс 1 прибавка. Провязали, делаем петлю подъема, разворачиваем наше вязание, далее вяжем 6 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее вяжем 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Далее пропускаем 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. В следующую, в 12-ю, начинаем вязать и провяжем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Далее 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И в 12 провязываем столбик без накида и еще до конца ряда 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее делаем петлю подъема, разворачиваем наше вязание. Следующие 5 рядов будем вязать без изменений. Провязываем и вот здесь вот 5 столбиков без накида в каждую петлю, тут за одну стеночку, в каждую петлю столбик без накида. И так провязываем каждую петельку. Можно здесь помогать себе вспомогательным крючком, подтягивать ниточку. Так будет легче. Так, я довязала до конца ряда, делаю петлю подъема, и еще осталось нам провязать 4 ряда без изменения. В каждом ряду по 33 столбика без накида. Так как мы пропустили по 11 петель на рукавчике, поэтому у нас количество петель уменьшилось. В каждом ряду по 33 петли. И так вяжем еще 4 ряда. Я только что померила кофточку на мышке, и оказывается 4 рядов достаточно. Поэтому вяжите не 5 рядов без изменения, а достаточно 4. Итак, я провязала 4 ряда без изменения. В конце петлю подъема уже не делаю, а просто протягиваю ниточку, оставляя довольно-таки длинный хвостик, так как из этого именно хвостика, не из этого хвостика, а из этого хвостика будем делать петельку для пуговки. Далее будем делать петельку для пуговки. Петельку мы расположим вот здесь, вот где идет угол рукавчика, и вот этот вот такая вот бороздка, и вот рядышком с ней сделаем. Я взяла крючок совсем вот маленького размера, я не знаю, это, по-моему, 1,90. Вот. Далее подтягиваем на внутренней стороне вот этот вот хвостик туда, где мы будем располагать эту петелечку для пуговки. Вот тут вот за задние стеночки
подтянем туда ближе. Итак, подтянули сюда вот поближе. На одной из петель сделаем узелочек. Чтобы ниточка была зафиксирована. Тихонечко так подтянем. Так, и далее ниточку протянем на лицевую сторону. Так. Работаем с этим хвостиком аккуратно, чтобы плюш нигде не снялся. Так, и протягиваем во внутреннюю сторону. Петельку делаем не прямо с самого края, а на один столбик, вот, чтобы был между краем и петелькой один столбик. Вот так. И протягиваем сюда. Я все-таки коротковатый хвостик оставила. Мне будет немножечко сложновато сделать там узелочек. Вы оставьте подлиннее все-таки. Итак, петелька у нас должна быть где-то сантиметр. Сейчас я померяю еще пуговку. Пуговка должна свободно проходить, но еще нужно не забывать, у нас будет здесь обвязка, здесь обвязка мохнатой пряжи, и здесь как бы это расстояние нам нужно тоже как бы учитывать. Я думаю, достаточно вот такой петли. И теперь я сниму плюш и зафиксирую здесь этот хвостик. Итак, петелька для пуговички готова. Теперь пришиваем саму пуговичку. Пуговичку тоже пришиваем на вот этой вот бороздке, вот где угол рукавчика. И не притык к краю, не забываем, что у нас будет еще обвязка. Где-то вот на таком вот расстоянии. Вот. Пришиваем пуговичку. Итак, пуговичка пришита. Спрячем вот этот вот хвостик в вязание. Отрежем немножечко, потому что слишком уж он длинный. И будем прятать вот сюда. Далее сделаем обвязку по краю, и этот хвостик уже 100% не вылезет из вязания. Достаточно. Отрежем лишнее. Все, кофточка у нас готова к обвязке. Далее будем вязать повязку шарф. Делаем кольцо амигуруми, провязываем в него 3 столбика без накида, 1, 2, 3. Осторожненько затягиваем кольцо, делаем 1 петлю подъема, разворачиваем вязание и провязываем 2 столбика без накида, 1 и 2. Делаем петлю подъема, разворачиваем наше вязание и провяжем еще раз 2 столбика без накида. Петля подъема, разворот. Далее будем делать 2 прибавочки. В одну петлю
провяжем 2 столбика без накида. И во вторую петлю провяжем 2 столбика без накида. Далее делаем петлю подъема и теперь без изменения будем вязать столько рядов, чтобы в длину у нас повязка шарф получилась 64 сантиметра. И вот в каждом ряду по 4 столбика без накида. Три, 4, и в конце каждого ряда делаем петлю подъема, разворот и опять вяжем 4 столбика без накида. И так вяжем до тех пор, пока у нас шарф повязка наша не получится длиною 64 сантиметра. Далее заканчиваем вязание нашей повязки шарф. Делаем 2 убавочки. Я не сделала здесь петлю подъема. Закончили ряд, сделали петлю подъема, разворот и делаем 2 убавочки, провязываем по 2 петли вместе за передние стеночки. Одна убавка и вторая убавка. Петля подъема, разворот, провязываем 2 столбика без накида. В каждую петлю по одному столбику без накида. Одна петля подъема, разворот, делаем убавку. Провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. Провязали, протянули ниточку, оставляя небольшой хвостик. Отрезаем. Далее вот эти вот конечные хвостики спрячем здесь вот по краю вязания. И потом здесь будет обвязка. И будет там этот хвостик там будет хорошо зафиксирован. Так, отрезаем лишнее. И все, повязка для обвязки у нас готова. Белая пряжа мохнатая, я ее не рассчитала, и она у меня закончилась. Не хватило мне на обвязку кофточки и повязку шарфика. Чтобы не затягивать загрузкой видео мастер-класса на мой канал, так как многие хотят уже побыстрее связать эту мышку, поэтому обвязку я уже буду делать за кадром. И если кому интересен полностью конечный результат мышки уже в одежде с обвязанными краями, то я сделаю красивую фотосессию, и можно будет по ссылочке, которую я оставлю здесь под этим видео, на мою страничку в Instagram. Там вы можете ее увидеть в полной красе, ту серую мышку. Ну а пока мышка выглядит вот так. На этом мастер-класс по вязанию мышки зефиринки окончен. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео, мастер-классы по вязанию игрушек. Всем спасибо большое, что вяжете вместе со мной. Всем пока-пока!